Всем привет! Меня зовут Лера, и сегодня я расскажу, как передавать новые заявки из платформы LP в Google Sheets. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать заявки из платформы LP в другие системы. Например, в Google Sheets вы сможете добавлять новые строки на основании новых заявок из платформы LP. Удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных платформы LP. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт платформы LP к системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь скопируйте ссылку в поле URL для приема данных. Далее необходимо открыть файл Google Docs, ссылку на который вы найдете в описании к этому видео. Далее переходим в личный кабинет платформы LP в раздел «Настройки» в странице. Перейдите в раздел «Метрика и скрипты» и кликните «Добавить плагин». Выберите пункт «Произвольный код». Укажите название произвольного кода и вставьте подготовленный ранее код в поле «Произвольный код Head». Теперь скопированный URL вставляем в JavaScript код из файла Google Docs. Обратите внимание, при необходимости вы можете изменить текст окна благодарности за заявку. Для этого отредактируйте его в JavaScript коде. Нажмите «Сохранить». Далее перейдите в раздел редактирования настроек формы. В поле «Действия после отправки» выберите выполнение JavaScript кода. В поле «Код для выполнения» вставьте код, который вы сможете найти в описании к этому видео. Далее необходимо опубликовать изменения на странице и заполнить тестовое обращение через форму. Обратите внимание, после настройки в нашей системе сразу не будет тестовых данных из списка полей, так как на новый URL еще ничего не пришло, поэтому обязательно сделайте обращение через форму на сайте. Возвращаемся в систему Apex Drive. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом нет необходимости, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее».
На этом этапе настройка источника данных платформы LP успешно завершена. Теперь необходимо перейти в настройки приема данных. В качестве системы выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Таблиц к системе Apex Drive. Введите свой email и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо поставить все галочки для доступа и предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать файл и лист, на который вы будете передавать данные. После выбора у вас отобразятся колонки Google Таблицы. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в колонку и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены в колонке, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в Google Sheets и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных в Google Sheets успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!